Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались нашей встречи с Павлом Щелиным. Он на прямой связи, в прямом эфире. Павел, приветствую вас. Благодарю вас, большое спасибо. Друзья, Рад вас видеть, Александр. да, взаимно. Спасибо большое, что оставляете вопросы. Спасибо, что сегодня точно пообщаемся. Ряд ваших вопросов обязательно ретранслируем Павлу. Это в конце. Формат очень простой нашего эфира. Все как обычно, все как всегда. Вы в клубе зрителей Шелеста или открыто в сообществе YouTube можете оставить свои вопросы, они прозвучат. Не хотите ждать? Милости прошу, QR-код и канал поддержите. И прям на экран вы видите, там, неважно уже, зададим, не зададим вопрос, прям вот мнение, пожелания. Также всех призываю подписаться на Павла Щелина. Все исходные данные Павла в описании к этому видео. Это и YouTube, и Telegram-канал, закрытое сообщество в Telegram-канал, Patreon, естественно. В общем, милости просим, присоединяйтесь, дорогие друзья, и не теряем, как говорится, друг друга, не теряем ориентира. Павел, начать наш разговор я бы хотел с такой нестандартной темы, но мне кажется, принципиально важное ввиду того, о чем сейчас все шумят, о чем все сейчас перевирают, слова, заявления, отношения. Все очень просто и по-украински. Украина после Зеленского. Закончите предложение. Варианты. Исчезнет, станет лучше, станет хуже, развалится. Вот такие незамысловатые варианты. Проголосуйте вы. Мы в конце подведем итоги. Голосовать можно в чате нашей сегодняшней трансляции. Вот так вот прям с места да в карьер. Украина после Зеленского какой выглядит? Украина после Зеленского, если она остается Украиной, остается на том же самом пути, на котором она идет, начиная с момента своего возникновения. Ну, что я имею в виду? Кучма, Порошенко, Ющенко, вот этот весь курс на антироссию, он каким был до Зеленского, при Зеленский не изменил курс. То есть вы же знаете вообще мою позицию, что с моей точки зрения личность господина Зеленского является в лучшем случае символической, да, ну в том смысле, что он хорошо воплощает в себе коллективное, вот это, скажем так, мироощущение. А по гамбургскому счету гораздо сильно переоцененный во многом. Вопрос в сути. Вопрос в том, что украинские, скажем так, вот это мироощущение в своей природе, если на то угодно, не может не быть антироссией, как мы много с вами говорили. Соответственно, это если она сохраняет свое... А если она сохраняет свое бытие, как антироссия, то все те, скажем так, векторы, о которых мы с вами разговариваем в наших передачах, вечная война, вечный фронтир, причем вечная война с Россией, надо уточнить, вечная, бусификация, то есть продолжение социальных институтов XVII века в худшем его проявлении. Вот это, как вам сказать, по-умному это называется гомогенизация, да, то есть приведение всего к единому знаменателю. По-простому чистка, да, то есть вычищение всего, то, что не вписывается вот в этот, скажем так, миф об антироссии. Это все будет продолжаться. Господин Зеленский, на мой взгляд, является инструментом вот этого некого духа Украины, если угодно, духа украинства. И... да, его личный уход может изменить образ, в котором она происходит. Да? То есть, например, можно делать образ антироссии под разговоры о дружбе с Россией. Это, допустим, условно период Януковича какого-нибудь, да, то есть рассказывать о том, что мы, конечно, очень любим тебя там и все такое, но, и вот все самое важное там идет после но по-прежнему там, конечно, притеснение, угнетение, колонизация, голодомор, да и вообще нам нужно развитое партнерство с Западом, да и вообще вот это все такое. Ну и вообще Евроассоциация дело, в принципе-то, хорошее. Я к чему? Беда гораздо больше, и я на слове беде здесь буду настаивать, вот этот вектор, да, то есть вектор на противостояние с Россией, он никуда не девается до тех пор, пока сохраняется проект Украины. Мы с вами тоже много говорили, что если Украина перестает быть антироссией, то она перестает быть Украиной, то она становится чем-то другим, каким-то другим пространством, каким-то другим
вообще общностью людей. И вот из этой ловушки выбраться, на мой взгляд, невозможно, вне зависимости от личности господина Зеленского. Ну, то есть вы никак не проголосуете? Ну, вы мне не дали вариант ответа, я пользуюсь привилегией, то, что я могу дать развернутый авторский ответ. Ну, как это? Другое, знаете, у вас же надо вопрос включать. Другое. Вот как это в хороших социологии. Вот там и там обычно 2-3% выбирают. Вот я бы пошел туда. Да, друзья, в общем, проголосуйте. Мы обязательно подведем итоги того, что у нас получилось по голосованию. Да, Украина без Зеленского. Мы вот с Зеленского начали. Я предлагаю, вот, как говорится, им продолжить и попробовать понять, да, вот через Зеленского. А какой был Мюнхен? Мюнхенская конференция. Слушайте, многие сравнивают Зеленского там с 22-м годом, прям как птица Феникс из пепла. Заявления сыпались, как из рога изобилия. И в отношении российской верхушки Путина, друзей Путина, которые должны посадить в тюрьме, и в тюрьму, и в отношении того, что, смотрите, то есть, что значит Россия может не стрелять во время выборов? Мы тоже можем не стрелять, когда у них голосование. Разница лишь только в том, что выборы-то эти были в России и неоднократно, и стреляли. Ну вот, объективно давайте, все-таки без каких-то экивоков. Ну и, конечно, русские, как это, проваливайте, ну там, ушивайтесь из Запада. В общем, очень многого наговорил Зеленский, там Медведев даже отвечал, но он так с долей иронии, впервые в видеоформате, обычно он там пишет в ответ на разные эскапады, говорит, что жить он будет до тех пор, пока он, да, собственно, разваливает Украину. Как оцените? Вот в духе, вот в струе был Зеленский? Ну, по-моему, да. Слушайте, он как прям на рассмеши смешного. Ну, потужный. Как это говорят? Потужно. То есть, вообще, одним словом, эта Мюнхенская конференция была весьма потужная. Ну, и, в принципе-то, она просто подтверждает то, что мы говорили, вот на фоне всех тут, ну, будете об этом спрашивать, но переговоры, год, страшный Трамп, вот оно все делает, вот это все, вот это, ну, то есть прошлый год назад они, ну, там по конференции ходил, если угодно, такой запах некого страха, неопределенности, вообще непонятно, что делать. Сейчас, в 2026 году, в принципе, все понятно, чем это, куда все идет, и как это закончится. Идет это, ну, милитаризация, большая война к России, вечная война до последнего сначала украинцев, потом включение в нее Европу. Проверено, что американцы против этого лично ничего не имеют. Да? Если мы посмотрим на речь господина Рубио, что все разговоры о мире — это просто такая мода. Ну вот, знаете, была мода говорить о потужности без мира, теперь надо говорить о потужности с миром. Ну, там, не знаю, через 3 года снова будет другая мода. Ну, вот все эти разговоры о мире — это исключительно модный такой приговор. Ну, вот Макрон хочет говорить с Путиным тоже. Мода такая, понимаете? Мода. То есть сейчас в сезоне, знаете, пальто бежевого цвета, а вот тут в сезоне разговаривать о мире. Вот они говорят о том, все о справедливом некоторым, но все понимают, что реально там принимать действия, которые привели бы к заключению мира, никто не собирается. То есть все сценарии продолжаются одновременно, поменялась риторическая оболочка, ну, то есть то, что ритуальное сопровождение, а курс как был, так не изменился. Ну, я бы сказал, чуть-чуть не то чтобы победнее стало, но вот времена стали чуть менее жирные, это да. То есть некоторое есть усыхание. Ну, в 22-м, условно, там сколько было ресурсов, денег, там сотни триллионов не считали. Сейчас вот немножко вот, скажем так, с деньгами стало сложнее, но курс от этого не изменился. Поэтому да. А выступление господина Зеленского, оно лучше всего отражает, почему все вот эти разговоры всяких там инсайдеров и все эти прогнозы о разных возможных мирных договорах, они бесполезны. Ну, нету перспективы, базы нет. И здесь важны не сами слова господина Зеленского, как вы сами правильно подняли, а то, что он их произносит, и то, что это встречается определенным пониманием на всех уровнях, от украинского общества до европейских лидеров, и на этом фоне мы можем примерно понять, как это будет закончиться. То есть я думаю, то, что весь этот год до
осени так точно пройдет в бесконечных переговорах, которые, вот знаете, как в школе мы рисовали функции, да, там была такая функция гипербола, да, и вот она все стремится, чтобы пересечь ось X и ось Y, а вот никогда не пересечет. И вот у нас мирные переговоры будут такие, там будут прогресс на прогрессе, движение к движению, разговоры о разговорах, но курс не меняется, курс не меняется. Павел, однако тут же у нас нечто новое. Ну, новый виток и нечто новое. Где? Когда выходит Урсула фон дер Ляйен и говорит: уважаемые европейцы, вот Украине был давно уже такой лозунг, и я даже вынес его в заглавие нашего сегодняшнего эфира: «Изменись или умри». Этот лозунг – это прям отражение философии дня сегодняшнего, действительности. Это сюда, знаете, так наслаивается слоеным пирогом, курсы инфо-цыган разных, курсы личностных всяких там символичным свершений. То есть это формула универсальная. Изменись или умри. Но принципиально новое то, что Урсула это говорит европейцам, своим, так сказать, да, из райского сада. Как должен измениться райский сад, чтобы не умереть? Ну, как это? Все понятно. Все для фронта, все для победы. Ну, наши самые сильные технологии, наши самые сильные танки и прочее, прочее, прочее. Ну, милитаризация, да? То есть смысл в том, что если суммировать, очень простой вот этот анекдот. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. И вот там же было за последний месяц нашего общения вот эти такие полуюмористические новости из Европы, но они на самом деле страшные, но я имею в виду, они их воспринимают как какой-то юмор, разговоры германских и французских политиков со своим населением на тему того: ребят, надо как-то затягивать пояса. То есть, версия эпох социального государства закончилась. Надо не ходить на больничные, а работать больным. По-моему, вот такого рода Мерц отметился. То есть базовая идея в том, что тут очень, знаете, это интересно, так в каком-то смысле. Есть какая-то такая глубокая ирония, что ли, такая злая, то, что украинцы так хотели в Европу в 2014 году, но в итоге постепенно превращают Европу в Украину. Да? То есть очень важно, что того вот ЕС, как такого пенсии по 3000 евро, обилие, защищенность, безопасность, комфортная жизнь, его с каждым годом становится все меньше, меньше, меньше. Так, глядишь, к моменту своего конца от того ЕСа вообще ничего не останется. В этом есть какая-то прозаическая справедливость, наверное. Ну, то есть короткий ответ. То есть гораздо ближе к Украине. Как должен измениться ЕС? Гораздо ближе в сторону Украины. То есть гораздо меньше вот этих всех бюргерского и потребительского рая с социальной защищенностью. Гораздо больше, еще больше налогов, расходов на оборонные политики. Да? То есть это принципиальный момент. И все затачивается под лозунгом безопасности и обороны. Да? Как-то вы не глубинную европейскую жизнь представили в распаковке этой формулы «изменись или умри», а исключительно такую материальную, циничную, по-западному, что ли? Ну а что? Простите, а что? Я же исхожу из их логики. То есть вы самая какое предыдущая перемена? Вот примерно такая, а в остальном-то ничего не изменилось. Потому что какой Европейский Союз только рассказывал про то, что там у них дипломатия улыбок, мягкая сила, но реально это, скажем так, где шла интеграция в Евросоюз, с определенного момента всегда шла кровь. Ну вот как Европа зашла на Балканы, когда с 90-х, так там до сих пор конфликты, по сути говоря, они либо не закончились, либо заморожены, и все находится в ожидании, когда снова вспыхнет. А главная же суть Европы, вот этот сатый духовный расизм, о котором мы говорили с вами очень много, вот этот рейх никуда не девался. Просто мне кажется, что в 90-е, 2000-е, 2010-е можно было мечтать о неком таком ламповом рейхе, да? Он такой мягкий, уютный, приятный, с хорошим социальным обеспечением. А сейчас возвращается такой обычный, стандартный. Американцы, похоже, главный враг этого рейха. Не Россия, Нет. а американцы. Нет, американцы не главный враг, это, знаете, милые бронятся, только тешатся, борьба внутри вида. Американцев это пока все более... Какие сущностные противоречия? Ну, вот вроде бы с Гренландией пока не сошлись, хотя вроде бы отпетляли. А так,
Покупает ли Европа американское оружие? Покупает. Является ли Европа с центром потенциальной индустриализации? Не является. На ценах, которые поставляют американцы Европе с энергоносителями, далеко индустриализацию не проведешь. Выполняет ли сейчас Европа за США всю грязную работу в этом регионе? Очень важно, в этом регионе. Да, выполняет. Спокойно. Трамп может сколько угодно рассказывать о любви к миру, или, речь Рубия, да, на тему того, что мы вообще тут миру способствуем. Но ускорять переговоры не собираемся, никакие реальных действий к тому, что может повлиять на окончание конфликта, мы принимать не будем. Ребята, в принципе, мы за мир, но если вы так хотите, разбирайтесь. В итоге, кровавая война продолжается, Европа, несет ее теперь ношу. Россия, как ни крути, война продолжается дольше, чем, возможно, бы хотелось, да. То есть с этой американской точки зрения, это ограничивает возможности России помогать Китаю и Венесуэле, хотя не полностью, но все равно ограничивает каким-то образом. То есть это максимально возможных допустимых. И поэтому, я думаю, США как раз Европа врагом не является. Опять, кого США? Допустим, господину Трампу лично неприятные европейские лидеры. Да, вон там приехала Хиллари Клинтон и прочих. Гавина Ньюсома привезли. Но это эстетические разногласия. По сущностному линию, да, то есть вот этот американский, он же Deep State, базовый консенсус кланов, в их антироссийских стремлениях, повторюсь, есть полное понимание и полное согласие. Заметьте то, что, например, такая интересная тема, что кто главный враг для такой, и для Европейского Союза, их элит, и, на удивление, вроде бы либеральных, и для консервативных элит Трампа. Заметьте, кого начинают при общем одобрении Европейского Союза прессовать во всех странах, где начинается тесная интеграция с США. Духовных лидеров, которые в теории могли бы дать голос против саморазрушительных политик уже других общностей и народов, которые входят в зону этого европейского континента. Что я имею в виду? Трамп, Венс съездил в Армению, началось буквально уголовное дело американского государства против главы Армянской апостольской церкви. Трамп, представитель, скажем так, съездил в Приднестровье, началась атака на Кишиневскую епархию Русской Православной Церкви. В Грузии точно так же Трамп поддерживает не грузинского, мягко говоря, патриарха, а тех, кто протестует, между прочим, под флагами ЕС за, скажем так, продолжение саморазрушительной политики. Я молчу о том, что в Палестине и Сирии новые друзья Трампа прямой геноцид христиан устраивают при разговорах европейцев о том, что они, в принципе, не такие не террористы, главное, что ушел Асад. То есть вы видите то, что за всем этим блеском риторических фраз на самом деле скрывается большая глубокая комплементарность. Да, в семье есть большая главная разборка по тему того, кто платит. Эта тема, она волнует, да, то есть европейцам было приятно, чтобы большую часть денег все-таки давали американцы. Американцы говорят, что нет, мы больше платить не будем, платите сами. Это хуже, чем если бы за это платили американцы с европейской точки зрения, но можно какое-то время и потерпеть, тем более неизвестно, как карта ляжет через 3 года. То есть по тактическим вопросам есть разногласия, а стратегически полное взаимопонимание. На этом для важной для нас с вами оптики, да, этого, анти, да, и ненависти к землям, по которым сейчас идет война. Так что здесь у них все взаимопонимание полное. Но это же противоречит законам физики. Пламенная речь была Вайдель из АДГ, там было 2. Одна против Зеленского, да, это то, что разошлось, и перевели да, и в русскоязычном сегменте. А это крайняя, недавняя, да, то есть речь. Она говорит, ребята, вы как ни становитесь, все равно условно газ привозной, СПГ, дороже, чем трубный. То есть это законы физики, это не потому что. И она бьет на эту точку и, в принципе, находит этот рецепт, что, представляете, изменили закон всемирного тяготения, изменили элементарные законы физики идеологически в Европе. И точно так же и самый, наверное, главный спор и лейтмотив конфликта наших с вами встреч, ведь по законам физики эта война продолжаться долго уже не может.
Вот именно по законам физики. По законам всех компонентов, да, энергетический, там, территориальный, демографический. Тут даже вышел, по-моему, греко-католик, пастор один в Украине, да, вышел на абсолютно такой соросятский ресурс на радио «Новое время», выходит и говорит: елки-палки, я вот спрашиваю там у Зеленского и у всех, там, Свириденко, у всех наших, я говорю, мы не можем воевать долго. Почему не можете? Потому что у нас... Вы не знаете, сколько вы можете воевать. Потому Никто что не знает. катастрофа, Павел. Ну, то есть, и это все конечно. Ну, то есть... Стоп. Нет, стоп. Александр, давайте прямо говорить. Эта война не про физику, это война про биополитику в нынешнем виде. Другого решения у нее нет. Ну, вы знаете ее историю. Что такое? Мы с вами тоже обсуждаем. И мы с вами много говорили, то, что эта война будет продолжаться до тех пор, пока есть, к сожалению, похищенные люди, ну, или добровольно пришедшие люди, которыми можно держать фронт. Понимаете? Вот и все. То есть даже не сколько держать фронт, а контролировать скорость вот этого движения, да? Вот и все. Пока эта скорость нынешняя, то есть она украинскую власть полностью устраивает. Надо это понимать. Что значит «мы не можем»? Кто такие мы? Опять-таки, это фразы, они звучат очень... как вам объяснить-то? Наивно. Вот я бы так это сформулировал. Вот с точки зрения этих аргументов Украина фронт не может держать с 22 года. Да? Это надо понимать. Ну, с 23-го, вот как бусификация началась, после провала контрнаступления. Но проблема в том, что политические условия урегулирования конфликта, они не такие, которые хочет принять украинское население, и, соответственно, никто за нее ответственность нести не собирается. Я вам напомню то, что, по-моему, Центр Разумкова на прошлой неделе опубликовал великолепный опрос, то есть украинцы-то, конечно, за мир. Как и все мы за мир. Но там очень хорошо, там до сих пор 30%, что считают, что непременные условия мира границы 91 года, еще 30% считают, что так и быть согласно на границе февраля 22 года. В общем, на то, чтобы вывести войска из 4 регионов, там, по-моему, согласно меньше 10%. Вот вам и ответ. А до тех пор, пока этого не произошло, то есть вы хотите сказать, что кто-то должен принять, скажем так, решение о самопожертвовании среди руководства украинских властей. Я не понимаю, где вы таких людей собрались взять. Поэтому дальше мы возвращаемся в логику людей, принимающих решения. Мы не можем держать, повторюсь, фактически неверное пока утверждение. Ну, то есть, когда вы не можете держать, тогда у вас фронт будет двигаться там на 50-100 километров в день. Вот я вам просто занимаю эту позицию адвоката обратной стороны. Он так движется Россия, на 50-100 километров. Так Россия не движется этими темпами на 150 километров в день. Вот, она не движется. Значит... есть тоже глубинный подвох ведения войны со стороны Российской Федерации тоже. Я знаю, войну на истощение мы с вами обсуждали. Тем не менее, вам аргумент, который вот все эти разговоры о том, что мы не можем держать, покажите мне, где мы не можем держать. Пальцем ткните. Вот когда будет, тогда и поговорим. Вы же не забывайте, что украинское, скажем так, менталитет, и в данном случае вообще украинское руководство, оно рассуждает немножко в других категориях. Я вам могу, допустим, давайте вон такую логику скажу. Может ли Украина, ну, скажем так, продержаться еще 2 года примерно? Ну, под продержаться, я имею, допустим, потеряет в самом страшном сценарии весь левый берег, допустим. Но за это время Европа успеет подготовиться к войне и уже в 28 году по планам НАТО вступить в войну с Россией. Смотрите, не важно, что вы согласны... Смысла воевать нет. Уже сейчас люди ищут... Смотрите, люди сейчас ищут Александр, это вам нет смысла воевать. А если смысл выиграть время для европейской элиты, которая мы типа считаем, что мы с ними одной кровью, подготовиться к войне с Россией, вот вам смысл. Я не говорю, что это правильно, я говорю о том, что вот вам, например, линия логики, в рамках которых, скажем так, это все становится очень осмысленным. Понимаете, в вашем вопросе есть очень скрытая предпосылка, которую вы предполагаете, но которая вообще-то совсем не самоочевидна. Это скрытая посылка, что куда-то вообще волнует будущее украинцев или будущее украинской территории. Единственное, кого это волнует, это Российская Федерация. Потому что ей потом эту территорию осваивать и жить. А почему вы не отвечаете на этот вопрос, что украинцев волнует судьба украинского народа и украинской территории? Ну, потому что вот опытно видно, что не очень волнует, как раз по тем причинам, что вы задаете вопросы. Да? То есть это как в анекдоте. Не будет... Я вам скажу. Потому что не будем устраивать, устроим второй Майдан.
Не устраивается второй Майдан, значит, все устраивает. Логично? Логично? Ну, с этой логики, да. Ну, Если, вот. конечно, Значит, если зашита торпеда, как алкоголику зашивают торпеду Майдана в конструкт, в архитектуру общества, то да. ну вот, поэтому, скажем так, повторюсь, с европейской точки зрения, они считают, что, ну, объективно, время выигрывается. То есть, смотрите, дискурс Овертона сдвигается. Напоминаю, в 2022 году немцы каски боялись послать. Ну, не то, что боялись, думали, сомневались в том, посылать или не посылать каски. Теперь строят заводы по производству дронов. Пусть криво, косо, медленно, но за 2-3 года, глядишь, построят. Понимаете, да? То есть время-то выигрывается. И с этой точки зрения дискурс сменяется. То есть разговоры о войне с Россией в Европе в 2022 году звучали как просто вот кручение у виска. Да, поддержать Украину, да, но воевать с Россией — это какое-то безумие. А этот дискурс уже, он прям близок. Уже в 26-м это прям уже звучит, вот, ну, если вы посмотрите на высказывания политиков и на то, что на них не идет там массовых выступлений, каких-то реакций, люди не кричат «караул», что за, там, не знаю, что за чушь он несет. Нет, все как-то так, ну, как бы, пока такой тихий кивок. Еще через 2 года будут, клиент созреет. Мгм. Ну тогда давайте тогда доигрывать логику до конца. Вот эту как бы этот монопьесу, да, вот это моно имеется в виду логику, вот эту колею. Значит, тогда прав Караганов. Прав. О том, что Да. 2 ядерных удара, или 1, Да. или 2 сразу по Берлину и Лондону, все протрезвеют, и, собственно, все быстренько остановится, потому что это будет превентивный ядерный какой-то тактический удар, который всех К переполошит. сожалению, да. К сожалению, да, в этом есть какая-то безумная трагедия, которую, ну, библейски осмыслить только и можно. Вот это, знаете, обратиться болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Дело в том, что трагическим образом именно... То есть вся вот этот монолог, на который мы с вами обсуждаем, вы абсолютно правильно вот здесь и в корень показали его реальную предпосылку. Он весь висит на глубочайшем убеждении европейской элиты, что Россия никогда ни при каких обстоятельствах, даже если они будут штурмовать Калининград, не применит ядерного оружия. Это символ веры. Все действия исходят из этой посылки, она под сомнение не ставится. Трагическим образом именно эта посылка, на мой взгляд, гарантирует применение ядерного оружия. Да. Но тогда давайте тоже в логике расширения окна Овертона, я вас попрошу, вы не любите это делать, я знаю, но я хочу именно на эту тему с вами отдельно, да, вот. Давайте попробуем. Недолго, но отдельно поговорить. Значит, выходит бывший хакер и интернет-предприниматель Ким Дотком и заявляет, что американская компания Palantir, преснопамятная, следит за мировыми лидерами, прям слежка, да, и причастна к созданию ядерного и биологического оружия для Украины. Ну и по его словам, у него там в ходе хакерской атаки он получил эту информацию и передал ее, да, то есть России и Китаю. При этом каких-либо доказательств он не представил, выходит топ-менеджмент этой компании. И крутит пальцами у виска. Ну, конечно, говорит, нет, это все ерунда. Смотрите, мы берем модель. Понятно, что это сейчас, конечно, информационная бомба, но тогда становится понятно, чего ждет Зеленский. Почему он так дерзок, да? Тогда становится понятно, в принципе, да, зачем вот эти все жертвы, почему никто не считается с обществом, структурами, пространством жизни. Ну, то, о чем я обычно пекусь в наших с вами разговорах, а вы отметаете. Ну, то есть я имею в виду структурные моменты, математики, формулы, демография плюс экономика. Я это отменяю с точки зрения, объясню, нет, на человеческом уровне я с вами. С точки зрения аналитики я просто вам напоминаю, что эти факторы роли не играют в желаниях людей, принимающих решения. Применительно к этой публикации. Понятно, что
ну, поскольку я не могу это верифицировать, эту информацию, да, я могу к ней только относиться как к гипотезам, да, то есть что тут работает? Что вне зависимости от того, правдиво это неправдиво, кстати, я вообще, ничто не мешает господину Зеленскому исходить из этой парадигмы. Вот ничто не мешает ему лично в отдельно взятой комнате, проконсультировавшись с каким-нибудь тарологом, верить в биологическое ядерное оружие для Украины. Каким-нибудь, Павел, Сермаком. Да, правильно. Ну, вот. Есть штатный таролог, тем более в расписании. Вот. Если говорить серьезно, давайте понимать то, что вообще разговор о применении на Украине или Украиной грязной ядерной бомбы. Помните, в 22-23 все смеялись в российских рассказах про биолабораториях, вообще вот логику биолаборатории, которая пыталась продвинуть Российская Федерация, ну тогда это все, скажем так, посмеялись. Они делают описанный вами сценарий возможным. То есть мы не можем сказать, что правда ли оно происходит таким именно образом, и даже происходит ли оно вообще, но можем ли мы оценить этот сценарий как мыслимый, да? Он является мыслимым сценарием. То есть вот эта эскалация в сторону, скажем так, применения оружия массового поражения такого или иного типа в мире, как мы планировали говорить, метамодерна, парадоксально становится очень возможным, потому что слишком долгое время все понарошку несерьезно, и никто же не отвечает, да? То есть в чем трагедия прокси-войны, да? И в чем причина, почему, скорее всего, приведет к большой эскалации, потому что, смотрите, с точки зрения классической войны, у вас в чем парадокс? Почему, например, Украина, действительно, если говорить серьезно, держится очень сильно? Потому что в строгом смысле Россия пока добровольно себя, по очень понятной причине, полностью ограничила от возможности ударов по тылам Украины. Потому что тыл Украины находится не в Украине. Тыл Украины вообще не находится в территориях, признанных в кавычках международным правом, границ Украины. Тем не менее, вот этот факт, что с этим делать, непонятно. Это создает иллюзию, повторюсь, безнаказанности, иллюзию дополнительного ресурса. То есть у вас весь тыл в войне участвует, но как бы не участвует. Да, это все очень прекрасно. Украина, повторюсь, мы с вами много говорили, у вас опять выступление с Семеном Ураловым, его концепция биодрона здесь полностью работает. Я ее, повторюсь, раскрываю до концепции геодрона. Украина — это такая одна из первых в современном мире, прям полная страна геодрон. Да? К вопросу, почему не волнуют люди, население, инфраструктуру. Понимаете, задача дрона все равно взорваться. То есть вот будущее дрона после того, как он влетел в танк, оно с точки зрения дрона плачевное, но дрон тем самым выполнил свою цель. Да? И вот применение этих разных оружий дроном более чем укладывается в эту картину. А что касается слежки, у нас, простите, со времен Ассанжа, Сноудена, давайте прямо все за всеми следят. Эпштейн, конечно. Нет, мы даже не успели обсудить еще. Но смысл краткий в том, что понятно, что все... Короткий ответ. Если у вас есть технология, платформа, которая собирает данные хоть с кого-то или может собирать данные хоть с кого-то, конечно, она будет за всеми следить. Вот эта часть мне вообще не вызывает никакого... Скажем так, самая правдоподобная часть. Вот это самая правда. Конечно, следят. То есть люди, у нас сейчас очень много, я не знаю, в соцсетях, кто из Украины попадается, есть очень крутые конторы, которые там берут айфоны и переделают их, чтобы там камеры не было, там вот это, или там, чтобы только писать можно было. То есть это все, это люди не больные на голову, это все работает. Нет, давайте так, у них понятное желание, но если вы думаете, что эти люди вам не введут свою собственную слежку, или вы реально сможете... Понимаете, хотите, чтобы за вами не следите, в тайгу надо уходить или в пустыню. Но мы с вами, к сожалению, не там. А если ты выходишь в сеть, надо принимать как базовую историю то, что кому надо, все видят. Это, к сожалению. Да, смотрите, тогда... У меня один вопрос только ввиду этого. Да? Окей, у нас есть два пути. Мы просто доигрываем до точки сценария. Да. Сейчас пойдем дальше по вопросам. Очень интересная, кстати, тема мы сегодня с вами договорились обсудить. Смотрите, два момента. То есть мы идем... Путь войны, дорожка войны идет к тому, кто ударит первым,
первым чем-то эдаким. Я не буду там био, ядер, чем-то эдаким. Грязное, конвенциональное. Ну, катарсис, да? То есть какой-то момент некого катарсиса, да? То есть вот Да. что-то, что так отрезвляющее какая-то некая Кто ударит история. первым? Смотрите, то есть логика Не знаю. Караганова, что ударит Россия, и все так отрезвятся, Мгм. и все остановится. А если Украина чем-то таким эдаким ударит, то все отрезвятся, все остановится. Нет, если ударит чем-то Украина, то как раз трагедия в том, что если ударит чем-то Украина, то Украины уже не будет. Ну, то есть и это как раз реакция будет эскалирующего типа, но тонкий момент, это я так думаю. То есть мой анализ, он стоит геополитически с точки зрения точек предельных выборов для разных лидеров и тех решений, которые они принимают в соответствии со своими страстями, желаниями, ну, страстями и желаниями, да, обратная сторона вот этой медали. И в моей, ну, скажем так, на данный момент я считаю то, что есть глубокое непонимание вот этого страстей и желаний, например, со стороны российского руководства. Ну, все считают, ну, то есть их интерпретируют, хотя они все говорят прямым текстом, люди отказываются реально верить, что они это говорят. Вот, поэтому они на такую эскалацию вынуждены, очень ключевое слово, вынуждены, но они ответят. А вот точка переменная, которая, ну, на мой взгляд, в соответствии с антропотипом, который господствует в Европе, мне он кажется более вероятностный ответ Караганова, что вот в случае применения первого удара России действительно ответа не будет. Потому что в чем разница? Объясню, даже психологически российская элита, как вы не относитесь, мягко говоря, отдельно можем обсуждать, но последние 4 года она не живет с иллюзией безнаказанности, да? То есть там за 22 год они огребали, то есть им реально приходилось там эти какие-то производства разворачивать, дроны делать, дроны к ним прилетают дроны, понимаете, да? Там Генералов знакомые убивают, там да. генералов убивают и прочее. То есть, и тем не менее, они продолжают, да? То есть, это очень важный момент. То есть, вот эта логика, то есть, они, несмотря на то, что они уже находятся в ситуации предельного личного риска, не все, но хотя бы некая критическая часть, продолжают принимать предельные решения. Европейцы же живут в логике безнаказанности. Ну, то есть они живут в логике безнаказанности, поэтому существует не нулевая вероятность, что осознание того, то, что действие имеет последствия не для, простите, боевых холопов, которых все равно за людей никто не считает, а вот для нас самих правильных, беленьких и красивеньких, вот это имеет шансы на отрезвляющий эффект. Вот в чем разница. Переговоры в Женеве. Переговариваются. Вы не верите в какой-то исход, плюс-минус позитивный, а, собственно, просить комментировать... Я уверен, что исход будет очень позитивный. Все заявят о большом позитиве, да. Я уверен, что все заявят об огромном позитиве. Почему опять Мединский появляется? Почему у Дмитриева отдельный трек? И Костюков. Это, кстати, тоже мои подписчики заметили. Многие говорят, вот, там же было покушение на его зама Алексеева, и поэтому Костюкова как бы нет, но он тоже появляется в этой переговорной группе. Ну, Костюков отвечает за военное сопровождение, то есть они там переводили переговоры о технических деталях, но эти все детали бесполезны без контекста политических решений. Главный человек, просто индикатор присутствия далеко не Костюкова в этой, если угодно, делегации, да, а, сейчас, простите, заместитель Рябкова, забыл фамилию, если могу поискать. В общем, один из заместителей, представителей российского МИДа, впервые за долгое время высокопоставленно присутствует в делегации. Если вы обратили внимание, именно представители российского МИДа на прошлой неделе очень последовательно, очень четко, безо всяких дополнительных интерпретаций объяснили реальную позицию России. То есть вот он отвечает примерно за это. То есть, что мы, как бы, а Мединский, он еще по итогу... Мединский присутствие понятно, это логика легализма Российской Федерации, потому что с точки зрения Российской Федерации это все те же переговоры, которые начались в Стамбуле 22 года, да. Для них очень важно не то, что это новое, а это показывает преемственность и контекст, плюс господин Мединский, как переговорщик, себя показал очень сильным на последнем, в прошлом году, опять в Стамбуле, да, тогда тоже все бегали с криками «сейчас», но в итоге Мединский там прочитал лекцию про Петра I, про Северную войну и обозначил очень четкие условия для украинской делегации, после чего все заявили о большом прогрессе, ну вот война с тех пор, как вы понимаете, продолжается. То есть
общий профиль российской делегации, озвучить политические требования старые и новые, возможно. Помните то, что до сих пор мы не видели публичного ужесточения российской переговорной позиции, которым Россия заанонсировала после атаки на на валдайскую резиденцию Владимира Путина. И вот в этом контексте вот эта такая делегационная переговорная группа, мне понятно. Мне непонятно, честно, почему Женева, но я этого, что не знаю, того не знаю. То есть почему Женева, почему не Абу-Даби, не Стамбул, а почему Женева, ну, этого знать я не могу, прям скажу, может быть, вот какие-то там очередные инсайды есть, у меня их нет. Под тем публичным вещам, что я вижу то, что стороны, ну, то есть российская делегация, проведя технические какие-то переговоры в Абу-Даби, на которых, возможно, что-то удалось обсудить, ну, ставит вопрос не то чтобы ребром, но говорит, давайте обсуждать вещи сущностные, то есть политические вопросы. А по политическим вопросам возможности, особенно после всех мюнхенских речей, мы понимаем, что не нулевой шанс на хоть какой-либо результат. Тот человек, которого запамятовали фамилию, это мой вопрос следующий, касается именно его комментария, это Михаил Галузин, это замминистра иностранных дел России. Он предварительно, загодя, заявил о возможности обсуждения введения временного международного управления Украиной под эгидой ООН. Значит, говорит... По его словам, такой механизм способен обеспечить проведение, прежде всего, выборов, да, дееспособное правительство, создать условия для полноценного мирного урегулирования. Смотрите, то, что он это говорит, и потом он входит в состав трехсторонней переговорной группы, и потом, это, кстати, новость сегодняшнего дня, ну, это, как понятно, техническая штука, но тоже очень интересная деталь. 20 виз выдали на переговорную группу. 20. Ну, то есть... расширили состав, сообщили, кто конкретно. Ну, смотрите, ну там же эти кто? Переводчики, референты, вся вот эта история. Это нормальный состав делегации. Ну, просто в Абу-Даби они все без виз летают, а тут вам нужно, чтобы... Или вы думаете, что в Абу-Даби 3 человека условно летало? Нет, ну как раз примерно так и выглядит. То есть тут... Ладно, извините, это к тому, что здесь как раз очень простое объяснение, почему 20, мне понятно. Ну, давайте вернусь. До этого было меньше. Суть вопроса заключается именно в этой идее международного управления под эгидой ООН. У меня сразу главный вопрос, почему ООН, почему не Совет мира? Сегодня же день президента США, сегодня. Да. Праздник государственный, да. И Трамп празднует, он даже к прессе не выходит сегодня, он говорит, я праздную, все. Пускай весь мир подождет. К нему на выходных Лиз Трасс прилетела, так что надо после, видимо, визита пропраздновать. Тоже странный такой визит. Лиз Трасс, как бы оскандалившийся. Не очень понятный. Как раз. Премьерки. Ну, это тучи над Стармером. Все понимают прекрасно, да, что нужна там какая-то некая замена. Но, тем не менее, идея международного управления, насколько жизнеспособна, как вы ее видите? Я вам могу сказать, как ее видит Россия, почему она это говорит. Это как раз сказать я очень могу. Тут нет синдрома Полишинеля. То есть, что это идея? Идея это и есть, с точки зрения России, превращение этой идеи в официальное требование, есть то ужесточение переговорной позиции, о которых они говорили, ну, после Валдая. Россия последовательно на официальном уровне выступает против операций по смене режимов, как вы заметили, да, то есть вот условно делать операцию Мадуро там или Иран им не с руки, ну, то есть по своим этическим соображениям. И при этом господин Путин является юристом прежде всего, да, то есть ему нужно, чтобы конфликт закончился. Опять-таки, я не говорю, что оно так будет или что это требование реалистичное, осмысленное, к вопросу о его желаниях, да, вот ему нужно, чтобы конфликт закончился юридическим бумажкой, который там комар носа не подточит, оно все будет международно признано и так далее. То есть вот эти вся история с Крымом и его вот таким квантовым статусом, видимо, человека научила тому, что он больше так не хочет. Вот это вот его личная такая история. Это к вопросу о том, почему поэтому все разговоры Украины о том, что мы как бы де-факто, но не де-юре, нет. Вот это вот вообще, вот это последнее, что, мягко говоря, интересует Российскую Федерацию. Возвращаемся к ООН. ООН в данном случае для России становится инструментом провести операцию по смене режима, ни много ни мало,
полностью демонтировать украинскую государственность и пересобрать его, то есть, по сути, провести вот ту самую режим Change Operation, но как бы сохранив последовательность со своими этическими и юридическими представлениями о реальности. Вы же понимаете, что разговор о внешнем управлении в таком контексте означает полную, реальную, ну, как условием, демилитаризацию. То самое. Ну, демобилизацию. То есть, даже что в данном контексте в украинском синониме демобилизация и демилитаризация становятся более-менее синонимами, да. Проведение выборов таким образом, то, что, ну, там, мягко говоря, получится слабая центральная власть. Да, на этом фоне под этим внешним управлением распошло такое дело и народовластие. Можно в Одессе референдум провести, в Николаеве можно референдум провести, да? То есть с точки зрения Российской Федерации идея референдума через ООН, вот это внешнего управления, объективно открывает очень много хороших путей, которые, ну, вкладываются в их традицию и миропонимание. Именно поэтому это предложение не может быть принято украинской делегацией, просто скажу. Она на такое не согласится. А Запад? Америка? Здесь интересный момент. Я думаю, ну, Европа точно нет, потому что с точки зрения Европы Украина уже находится под внешним управлением, это вообще-то наша колония, и вы лезете не на свое. Вот это надо понимать, да? С точки зрения Запада и Америки, как раз Украина уже под внешним управлением. Просто, ну, кого надо внешнее управление, не ваших свиных врыл в нашем калашном ряду. Вот. А тут еще там... Но это предложение может быть еще очень важно, что с точки зрения России такая идея, как эпизод, это же их бесконечный там танец павлина перед глобальным югом. Вот китайцам такая идея может быть интересна, понятна, и индийцам понятна. То есть это хорошая вот, ну, такой дипломатический ход, который усиливает позицию России с теми партнерами, которых она есть. Господину Трампу она интуитивно может понятно быть, ну, понравится как человеку, ему очень нравится внешне чем-то поуправлять, но понятно, что он такой, что там господин Руби и прочее прекрасно понимают, насколько это антиамериканское предложение, ну, с точки зрения того, как они понимают американские интересы. Партия глобалистов антироссии, да, очень важно. Идея по сути, это идея подмандатного управления, внешнего управления, вот она уничтожает антироссию. Этого допустить ни США, ни Запад не могут. Поэтому идея шансов на реализацию, на мой взгляд, не имеет. Но для Российской Федерации это будет сильный ход. Плюс это, знаете, сейчас очень так хороший момент. Трамп же формально в Венесуэле эту операцию провел, чтобы внешнее управление установить. Вот они ему говорят, ну, Донни, ну вот у нас тоже свое внешнее управление. То есть, вот, смотрите, я очень важно сейчас объясню. Цель этого рассказа — реконструировать вам внутреннюю логику вот этой российской дипломатической, скажем так, группы, когда она выносит это предположение. Эта логика такая. Дальше то, что она вам нравится, не нравится, реалистично, нереалистично, можно обсуждать отдельно. Но изнутри она выглядит вот так. Павел, очень важная история, дискуссия, да, предложенная политологом Костем Бондаренко, историком, политическим экспертом. Дискуссия о смыслах, где он, понятно, не его термин, но это гуляет этот термин, это метамодерн. То есть да, модерн, постмодерн, а теперь все метамодерн. Есть публикации, да, и неоднократно мы касались этого очень краешком в наших, в том числе, встречах, когда проводили втроем, да, стримы, эфиры, был такой период. И вот очень нужный такой, да, вот разговор о смыслах. Иссякают смыслы, и как бы никто не отвечает на вопросы, условно, да, в политике. Зачем, почему? Главное для всех — это ради чего. Шутка такая есть, что там объяснить, как бы я и сам могу, а зачем это делается, зачем это происходит, неведомо никому. Смыслы, получается, как снежный ком, ложные, порождают новые смыслы, и, в общем, это все обрушивается на головы общества. Причем интересно, что это все наложено именно в видении там, Костя Бондаренко на украинское общество. И становится многое понятно, почему условно люди, которые генерируют вот этот антипроект, потому что
ну, столько уже раз повторили слово антипроект, антироссия, что, знаете, уже как бы... А тут же другое, потому что... А ВОЗ ныне там. Нет, а тут другое, понимаете? То есть, может, задача и назвать это все антипроектом, и вот это вот опять деление на красных-синих, ну, там, вы понимаете, и как элемент стравливания. Но смысл, да, украинцу, вот мы постоянно, я вам постоянно задаю вопрос, я в эфирах своих, смысл воевать сейчас? За что? Да, то есть, почему? А ради чего находят ответы? Это вся политика такая мировая становится метамодерной. Это больше, чем политика, к сожалению. Давайте поговорим о важном. Да, слава богу. Смотрите, проблема метамодерна, что причина гораздо глубже. Проблема Украины в каком смысле полигон этой истории, но она сейчас тотальна и на Западе, на Востоке, в Корее Южной и там, не знаю, в Венесуэле один и тот же процесс идет. Понимаете, что сейчас история в том, то, что где-то на очень большой глубине общественного бытия произошло что-то подобное землетрясению. Вы это видите последствия землетрясения. Двери церквей закрываются, люди, по сути, начинают суицидальную петлю, когда народы вымирают. Это очень, на самом деле, редкое явление в мировой истории, чтобы народ вот взял и решил вымирать. Вот, чтобы народ вырезали сплошь и рядом, а вот чтобы народ вымирать решил, вот это с точки зрения длинной истории вообще не случается. Массовые явления, подобные, по сути, массовой одержимости, типа пляски Святого Вита, но вот у нас вся Украина в одной большой массовой одержимости самоуничтожается, по сути, происходит. И так далее и тому подобное. Причем, я говорю, процесс глобальный. То есть все эти процессы в разной форме, в разных лигах сейчас идут серьезно. Там китайцы и южные корейцы самоуничтожаются просто по-другому. Рождаемость точно так же падает в Африке, там вся эта история. В Америке вот великие дебаты между Айс и Антифой — это тоже отражение глубинной пустоты той же самой истории. Что это происходит? Здесь как раз философия нам идет в помощь. Проблема в том, что эпоха, в которой мы жили до этого, собственно, почему метамодерн побеждает, это, перефразируя Достоевского, попытка остаться штабс-капитаном в мире, в котором Бога нет. Ну, знаете, вот это знаменитое сказано из Достоевского: если Бога нет, то какой же я штабс-капитан? Вот мы построили цивилизацию, которую Бога отменила, а штабс-капитанами быть осталось. Что значит остаться штабс-капитанами? Значит, что остаются традиции, какие-то нормы этические, мораль, ожидания. Вот это ожидание того, что, допустим, закон исполняется, электричество подается, водопроводчик приходит, что мы все-таки не напрямую там ножами друг друга режем. Вот такого рода ощущения, да? А жизнь показывает, что нет. Вы не можете одержать, скажем так, плоды некого дерева, скажем, без глубинного обращения к корням этого дерева. Другими словами, метамодерн — это попытка, принимая фундаментальную бессмысленность и абсурдность бытия, сохранить в нем хоть какие-то смыслы. Вот тут здесь я немножко не до конца согласен с господином Бондаренко. Там не хватает одного слова в посте, я бы сказал, настоящих смыслов, да? Никто не готов говорить о настоящих смыслах, о вечных смыслах, о серьезных смыслах и говорить о них как о чем-то реальном, да? То есть говорить о них как именно о символе, как предельном соединении неба и земли, невидимого и видимых миров. А вот говорить об этом понарошку, как пиарная виртуальность, по-пелевински, вот это готовы все сплошь и рядом. Поэтому не случайно, что все как бы управленческий класс Украины сейчас пиарщиками сформулированы. Пиарщики и банкиры. Что их объединяет? Торговцы виртуальностью. Я так смеялся, когда, помните, был период, были все юристы и экономисты. Думаю, что за страну такую устроят? А сейчас, правда, пиарщики и банкиры. Или как-то криптоинвесторы. Вот. Криптоскам. Это очень хорошо, да, то есть здесь опять на эту тему очень хорошо говорил Ортега и Гассет, хоть он сам верующим не был, но трагедию эту ощущал очень хорошо. Оппозиция между живым и мертвым, то есть что такое пиар? Пиарщики и вот эти все ваши специалисты, они все предлагают мертвую веру, но мертвая вера ничего дать не может. А что писал Гассет? Мы верим во что-то с живой верой, когда этой веры нам достаточно, чтобы жить, и верим во что-то мертвой, вялой верой,
когда, не отказавшись от нее формально, считая ее основанием нашей жизни, она больше не действует на нашу жизнь действенным образом. Это стало обузой, мертвым грузом. Живая любовь тем и отличается от безжизненной любви, что любимый предмет присутствует пред нами без нужды в трансе, страхе и знамении. На практике это означает, что образы, общество, построенное на пиар-историях и построенное на неких образах, на длинной дистанции точно так же обречено, как общество, которое открыто говорит, что оно, скажем так, не верит ни во что. Сейчас все эти разговоры о традиции, о защите ценностей, об оживлении цивилизациях, о войне за права мигрантов, о войне против борьбы мигрантов, о войне за Украину, против войны Украины, они все находятся в зоне виртуальности. В них никто не может верить по-настоящему. То есть, если вы заходите, как вы знаете, выключаете кнопку эфира и начинаете общаться, ну, из своей, может, прошлой карьеры со всеми этими спикерами, они же говорят: слушай, ну ты же понимаешь, это же все сказки для быдла, да? Ну, это же все сказки, по-настоящему. Один нюанс: кровь-то настоящая. То есть из всех этих виртуальных сказок и всей этой виртуальности кровь на них льется настоящая. И здесь без духовного ответа вам не разобраться. Просто моя версия очень простая, что за спинами всей этой виртуальной бутафории, в которую, кстати, вот в нее-то в массе и элитки верят, очень тонкие элитки, стоят элиты. И элиты, они как раз собирают этот кровавый налог и передают ему тому духу, коими они власть имеют. В чем разница, понять очень просто. Элитка ездит на остров Эпштейна, элита снимает. То есть элитка на камере есть, а вот элиты на камере нет. Но вся власть этой элитки содержится на вот этой машине бессмысленного, как нам кажется, изнутри метамодерна кровавого жертвоприношения, которым они свою власть прекрасно укрепляют. Когда есть люди, которые не беднеют вне зависимости от того, кто воюет и с кем воюет. Вот это все очень прекрасно устроено и прекрасно работает. Трагедия метамодерна в том, что мы в эпоху, примерно начиная с 50-х годов, думали, что от вот этой страшной большой элиты нас защитит условно элитка. В духовном мире это означает, что нам неважно, можно не верить по-настоящему в добро, в справедливость, в честь, в милосердие, там все эти категории, в уважение, и оно все равно будет работать. То есть да, конечно, по-настоящему Родины нет, но достаточно сделать вид, что она есть, и эффект будет достаточен, чтобы мы тут кровавую бойню на всех нас не устроили. Эмпирически проверено, что недостаточно. Мы запускаем воронку саморазрушения. Метамодерн в этом контексте — это воронка саморазрушения, и заочно отвечая на вопрос уважаемого Кости, почему это происходит, на мое глубокое убеждение, это происходит потому, почему сегодня не говорят о смыслах, потому что сам честный разговор мы его стыдимся даже. То есть даже если вы припрете тех людей, которых мы называем мыслителем, да, ну, очень часто, они вам будут стыдиться, когда ты с ними заговоришь о вере, о жертве, о самопожертвовании, о священном, о сакральном. Они начнут говорить, что это все несерьезно, давайте я вам лучше проговорю про пифагорейскую систему, про какую-то про эйдусу, про мыслимое, немыслимое, про мыслимое. То есть начнут снова прятаться в своей очень красивой версии виртуальности. Но все это виртуальный смысл, которая заканчивается там, где начинается, по-хорошему должна заканчиваться там, где начинается настоящая кровь. Но уродство нашего современного мира в том, что в массе своей кровь как лилась, кровь всегда льется на алтарь. Это надо понимать, кровь никогда не льется не на алтарь. Просто сегодня мы умудрились, избегая разговора о вечном, построить мир, в котором алтари скрыты и невидимы для тех, и невидимы, а смелости смотреть и признать на этот мир нету даже у тех, кого, мы можем ожидать эту смелость, так называемых интеллектуалов. Потому что честный разговор об этом, он потребует не косметического ремонта, да? И вот поэтому это ощущение бесплодности, когда там все вот эти популистские протесты от АДГ в Германии до Трампа в Америке, это ощущение того, что, менять-то, конечно, что-то надо, но на практике ты боишься себе признаться, что больше, чем косметический ремонт, ты вынести не в состоянии. А косметический ремонт на острове Эпштейна, он мало что меняет. Как-то так. Это очень странно. Почему? Потому что если брать и запараллелить, на более низменные, понятные, скажем так, примеры, то есть же разные врачи, правда?
Есть там даже те, которые проктологами называются, у которых задача вот то, о чем, ну, что принято, да, как бы стыдиться, там, что, у них задача там разбираться, и есть же и проктологи мыслительного как бы процесса, да, если так вот метафорически выражаться. О, Господи. Но этого, но все равно все как бы стыдятся. И вы знаете, я бы хотел, ну вот все-таки, тут мысль ваша понятна, но есть уточнение. Метамодерн, да? Буквально там 10 секунд, давайте посмотрим. Это материал Союза православных журналистов. Очень короткий. Почему государство празднует уничтожение Лавры большевиками? Украина отпразднует столетие уничтожения большевиками Киево-Печерской Лавры и создание так называемого музейного городка, предтечи нынешнего заповедника. 29 сентября государство торжественно отметит юбилей соответствующего постановления Совета народных комиссаров. Вы не ослышались. В стране, где действует целых 4 декоммунизационных закона, где снесли все советские памятники и переименовали улицы, власть будет на государственном уровне праздновать преступления советского тоталитарного режима. Что происходит? Что именно нам предлагают праздновать? 100 лет назад большевики не просто захватили лаврские храмы и келии. Часть братьи была вывезена и расстреляна. Остальные были заключены в тюрьмы или сосланы. Церкви разграбили, из алтарей сделали туалеты, мощи преподобных выставили на обозрение как экспонаты. Как все это можно сегодня праздновать? Да еще и на государственном уровне. Где же все эти распиаренные антитоталитарные законы? Ну, в общем, вот такой вопрос, да, не мой. Где же эти антитоталитарные законы? Ну, а вместо церкви у нас, собственно, новая церковь. Это церковь, вот... да. Ну, Украина по надусе. Это шлем, у меня один... с нимбом, понимаете? Ну, то есть... Нет, я понимаю, я готовился, вот поэтому я вам и расскажу. Тут я понимаю контекст, в котором работает, насколько знаю, люди, которые все-таки не находятся в основном в Украине. Так, ну, в общем, есть связи, которые снимали эту историю, поэтому, возможно, мой ответ тоже будет еще не менее больным, но тут есть прямая последственная логика. Понимаете, Украина — это и есть порождение советского режима. Полная прямая последовательность. Украины до советского Украины не было. Поэтому тут как раз полная преемственность. Вот с этой точки зрения никакого изменения природы, ну, то есть, скажем так, вот эта идея же не произошло. Вот эта радянская Украина, советская, она же Украина, красная Украина, она как началась с коренизации, где русским людям запрещали говорить на русском языке и насильно учили говорить по-украински. У нас есть документы 20-х годов, где эти большевики приезжают в деревню, их там, мягко говоря, смотрят с большим непониманием, да, и уж тем более в городах эта традиция происходит. Как ненависть к вере русской, ну, к русской православной церкви, к вере православной, которая объединяет людей поверх вот этой тоталитарной секты, так оно и осталось. Просто, по сути, что говорить? То есть, единственное, в чем, собственно, конфликт, условно, Украинской СССР с этой страшной Москвой, что хотим сами панувати. Там конфликт не в том, что плохо, что там все хорошо, но мы хотим сами вот это делать, без вас. Или вот с ними, но без вас. Но делать-то мы хотим то же самое. Поэтому тут уж, простите, прямая преемственность. То, что современное украинское государство празднует День захвата Лавры, это полная историческая преемственность. И в этом контексте просто закон декоммунизации, он, конечно, является очень анекдотическим. А действительно, то вы праздновать, нарратив, да, вот здесь метамодерн. Вот здесь метамодерн работает. Можно быть против коммунистов и праздновать день закрытия коммунистами Лавры. Здесь вообще никакой проблемы у нас не возникает. А что касается со шлемом, это же то же самое. Свято место пусто не бывает, да? Когда вы выгоняете истинного Бога, бесы лезть начинают. И вот тут прям все по этой истории. Так это, смотрите, какой удобный бог. Маленький, бесенок. Ну, какой удобный. Такой, 350 долларов за картину. Нормально, нарисовал. Да. Он Майдан рисовал. Все там вот, шлем, нимб. Они как про... Так язычество, оно все про это. Понимаете, все язычество, оно про то, чтобы сделать удобного бога. В чем разница языческого бога и Христа? С Христом сделки не заключить.
В Христа верить надо, там и меняться надо, и сложно очень все. А с любым языческим богом, хоть с Дионисом, хоть с Эросом, хоть с этим Купидоном, хоть с вот этим, есть очень четкая такса. Кто чё как стоит. Она, правда, короткая, временная, там мелкий шрифт есть обычно, который никто не читает. Но, тем не менее, оно очень все понятно, и вот эта история отношений, она очень как бы укладывается. Такое возрождение язычества в каком-то степени в некой оболочке. Поэтому, Но, смотрите, есть определенное лукавство в вашей позиции. Я сейчас объясню, почему. давайте. Значит, когда вы говорите, что... Ну, так а что Украина? Да, что Украина? Ну, Украина, это же прям прямой... Вот почему? Все же говорят, зеленые большевики. Откуда они? Они же все... Никто не помнит ни 30-х годов, ни 40-х, ни 50-х. Слушайте, вам же последовательно рассказывают, как в 80-е бывшие преподаватели ЦК КПСС истории партии стали преподавать историю Украины. Вообще полный органический, так сказать, произошел переход. Так сейчас за штурвалом те, которые этого не помнят. Поймите. То есть этого даже не воспитаны этими людьми, так или иначе. Понимаете, так или иначе-то. Они же учились в этих университетах. Тогда можно, смотрите, если УССР, Украина, да, ну так, погодите, о чем неправы люди, которые четко раскладывают, говорят там по фактам о том, что вот, мы вообще все славяне, мы вообще язычники, мы вообще, вот это вот, руны это наше, боги это наше, а в общем, смотрите, сейчас Масленица идет, как гуляет, и тут тоже очень интересный конфликт интересов происходит, да, целый ряд российских православных церквей отмечают у себя в храмах Масленицу, да, хотя, ну, это, как там говорят, блины надо есть в среду и в пятницу, а чучело сжигать это вообще не по-христиански. Но, тем не менее, все как-то уживаются. Расскажу. Нет, смотрите, тут очень интересная история с Масленицей. Это мне недавно самому рассказали, делюсь. Если кратко, то, что вот традиция, это называется, ну, православная часть вашей аудитории знает, вот перед постом идет сыропустная неделя, да? В чем особенность этой недели? Мясо уже нельзя, а там сыр, масло, хлеб, все можно, да? Поэтому вот блины и вот эта вся история пошла. И эта традиция действительно отмечалась. И у нас есть огромная традиция вот этого Кустодиева, вот этого там картины, можете посмотреть, очень такое понятное. Но вот та масленица, которую мы знаем, с сжиганием чучел, со всеми вот этими проводы зимы, на самом деле это в исторических источниках вообще не встречается. Это очень поздняя история, придуманная, кстати, придуманная примерно в 30-е годы, как антитеза вот этой сыропустной недели, потому что привычка-то у людей перед постом как бы есть сырное осталось, а массово пост уже не попразднуешь, да? И вот на эту почву там разные этнографы, ученые, по сути, предложили вот сценарий народного праздника общего провода зимы. То есть даже вот эта история языческих древних так называемых рун Перуна, как, если честно, в большей части вот это то, что называется там руны, веды и прочего, разработки тех или иных особо одаренных КГБшников, не более того. Поэтому тоже очень иронично, что украинские националисты как бы пользуются этим. То есть, говорю, история очень не лишена иронии. КГБшники — это украинцы тоже, да, значит, потому что... Нет, там был полный интернационал в этом вопросе, да. Ну, это в качестве шутки, понятной иронии. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Всем большое спасибо, что приняли в нем участие. Комментарий от Павла. Украина после Зеленского. 9% станет хуже, 17% исчезнет, 30% станет лучше, 44 развалится. Большинство за развал или за то, что станет лучше. Ну как, да, если я бы сказал, что все-таки я бы делил тогда вашу аудиторию на трети, две трети, потому что станет лучше это одна группа, а все остальные это, по сути, версии того, как именно станет хуже, да, то есть у кого-то просто хуже, у кого-то сильно, у кого-то вообще развал, да, то есть где-то такое деление, мне понятно, почему это говорят, то есть мне понятна и та часть вашей аудитории, которая верит в лучшее, то есть у вас уже... По-моему, стала традицией у всех спикеров фиолетовый лучше цитировать, поэтому сегодня без него обойдемся. Но вот эта идея хоть какой-то надежды, знаете, хоть, что смена лиц, что перестановка кроватей в публичном доме приведет хоть какой-то, если угодно, облегчению, мой ответ я вам сказал в начале, а все остальное отражает вот это глубокое чувство скрытое, опять отражает, я бы сказал, довольно большую
возраст наших зрителей, которые смотрят наши с вами эфиры, они понимают, что без некой глубинного преображения, без некой глубинной такой трансформации лучше стать не может. А смена господина Зеленского на господина Буданова или господина Залужного или еще каких-нибудь господинов, это не смена, это не решение вопроса, по сути. Это смена администрации в том же, так сказать, в том же бараке. Вот это, и это само по себе изменить нас не может. Да, В этом контексте к вашим, извини, договорю, в этом контексте к нашему вопросу, то, что вот эта идея внешнего управления, как бы к ней ни относись, в ней хоть какой-то гуманизм присутствует. Ну, это хотя бы открывает какие-то возможности. Там уже детали есть. Но другое дело то, что она не имеет шансов, на мой взгляд, на реализацию. Да, друзья, мы в прямом эфире. Спасибо, что проголосовали. Значит, важное сообщение. Пиццерии вокруг Пентагона активизировались. Представляете? Господи, ну, что, это у всех свои, то есть, понимаете, не Украина едина, и в конце концов, там же та же история, мы не обсуждали, ну, по Ирану, да, то есть вот это хамское предложение, которое было от господина Нетаньяху, Да. ну, по сути, давайте вы разоружитесь, а уже потом мы вас добьем. Это, то есть это же в чем трагедия? Это имеет отношение ко всей этой переговорной драме, там, Иран, Россия, китайцы, то же самое, по всем вопросам, они все готовы договариваться, но у них, когда они говорят готовы договариваться, это не значит встань в коленно-преклонную позицию и развернись на 180 градусов. Там есть всегда минимальная планка, ниже которой обсуждение теряет смысл. Ну, например, в случае Ирана это разговор там о образе там, развития ядерной энергетики, а наличие отсутствия того или иного типа. Это обсуждать можно, там, процент обогащения, да, и прочего. То, что предложает ей господин Нетаньяху, это, ну, это хуцпа, да, то самое, поэтому на которую согласиться не могут. Вы можете вопрос, так что же вы тогда вообще вступаете с ними в переговоры? Ну, я гарантирую, что все они скажут, ну, надо хотя бы попытаться. Вот они все пытаются договориться как серьезные, как разумные люди, да, а ведь здесь есть очень большая трагедия. Александр, про пиццерии, то, что вот что не понимают люди, которые... Это в контексте метамодерна, которые так много делают ставку на всю вот эту разумность, что люди-то принимают решения не исходя из разумности, что их контрагент действует исходя не из разумности, а из своей сверхразумности. А сверхразумность господина Нетаньяху, например, очень точна. Ирана быть не должно. То есть нам нужен режим... Это не обсуждается. Каким образом? Вот это давайте после этого поговорим. И вот так оно... Вот это, то есть Россия готова обсуждать дипломатические формы решения. Но надо понимать, что есть планка, ниже которой она пойти не может. И ключевая эта планка, по сути, сохранение антироссии в том или ином виде. Россия сама не понимает, что нет опции сохранить Украину и при этом решить вопрос с антироссией, но она искренне будет это делать, пытаться сделать. Да, ну, смотрите, метамодерн налицо. Зеленский выходит, заявляет, что, значит, Россия не может устоять перед соблазном последних дней зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам и энергетике. Значит, очередная у нас соблазненная, да, Россия. И тут, как, знаете, как вот это правда. И как-то ты так поворачиваешься назад, смотришь на Мюнхен, думаешь, ё-моё, арсеналы пусты. У Германии практически не осталось ракет ПВО для Украины. МИД ФРГ. Лопаты пошлют. Ваш же Кулеба говорил, помните, про лопаты? То, что лопатами будут отбиваться. Да, значит, пока есть лопаты... Нет, так, понимаете, извините, тоже важный комментарий. Это важно для характера современной войны. Понимаете же, в чем трагедия-то? То, что арсеналы пустые ракетные, не означает, что война там может остановиться. Потому что, объясню, ракетами войну не выиграть. То есть это вообще трагедия. То есть ракетами Россия может увеличить цену войны, она может ослабить там снабжение местами не локально, спровоцировать, допустим, поток беженцев, увеличить просто расходы на украинский конфликт, который несет Европа. Но с военной точки зрения война ракетами не выигрывается. С этой точки зрения вам гораздо ближе к завершению войны бы поспособствовало реальное допустим, если бы украинцы перестали получать вообще все спутниковые данные, какие бы то ни было, все Старлинки, спутниковую связь, и тогда бы и дроны не полетели, тогда бы фронт задвигался, и тогда бы вот это пресловутое ваш аргумент про пустые арсеналы бы работал. То, что пустые
ракетные арсеналы, значит ли что? То, что возможность украинского ПВО сбивать ракеты будет меньше, мирное население будет вынуждено нести, ну не то, что не только мирное, ну то есть защитить промышленные индустриальные объекты от ракетных атак будет меньше невозможно, но это никаким образом не приспособствует завершению конфликта. Это очень есть глубокое непонимание. Потому что это, кстати, работает с точки зрения по Ирану. Вы можете сколько угодно бомбить Иран, да, но пока нет солдат на земле, вашу все магическую операцию это не выиграет. В этом как бы история. Это вот в эпоху, повторюсь, в эпоху метамодерна остается земля, остается нога солдата, остается кровь. И вот пока эти вещи не сходятся в одной точке, война не заканчивается. Да, друзья, к вашим вопросам, Павел, максимальный режим Блиц, пожалуйста, потому что вопросов, правда, много. Но, друзья, если вы там написали вопрос, и он не озвучен, а так будет 100%, я это уже вижу, я всех приглашаю на канал Павла Щелина, он периодически проводит ответы на вопросы, и, конечно, в закрытом сообществе в Телеграме и в открытом Телеграме тоже можно найти все ответы на вопросы, все ссылки в комментариях. Павел, поехали. Клуб зрителей Шелеста. Андрей, Павел Хазин предрек скорую гибель западной цивилизации в Европе, системе ценностей, понятия морали, уклада жизни и так далее, вследствие протекающих там процессов. Вы с ним согласны? Ну, надо давать полную цитату выступления, да, на будущее. Это ко всем вопросам, кто с кем согласен, нужно давать прямую цитату и контекст, потому что иначе ответить невозможно. Что можно сказать? Можно сказать, разумеется, что есть того образа западной цивилизации. То есть кризис вообще что такое? Кризис — это момент истины. Кризис — это болезнь. Да, сейчас период определенной болезни. Если мы поднимаем, ну, простите, про кризис западной цивилизации Шпенглер писал в 1916 году. И он был прав. Кризис тогда начался. Когда именно кризис закончится, к какому решению он приведет, на данный момент я сказать не берусь. Но и тем более, на мой взгляд, этот кризис, вот, то есть тоже люди думают, что кризис — это значит, что они станут там добрее, милее, лучше. Нет. Кризис может обнажить, скажем так, теневые стороны психики, да, в кризис, да, то есть когда не до жиру быть бы живу, да, и, например, тогда мы вспоминаем, что не было цивилизации, которая больше воевала друг с другом и вообще с окружающим миром, чем европейская. Это тоже будет выход, и это будет возвращение к традиционным западным ценностям. Поэтому вот с какой точки посмотреть? Уважаемый Павел Александрович, по вашему мнению, какая все-таки основная причина в российских ударах по энергетике Украины за последние полгода? Тут варианты: возмездие, попытка деморализации общества, военный смысл, дезорганизация ВПК или принуждение на энергетическое перемирие. Последнее точно нет. Это не, ну, это миф. Скорее всего, я думаю, то, что это третье, да, ваше, то есть военное, да, то есть ограничение возможностей украинского ВПК, повышение цены украинского конфликта для... Ну, то есть в чем логика? Почему Россия продолжает весь этот театр с Трампом? С их точки зрения, это так или иначе снижает ресурсы оппонента, да, ну, когда Америка деньги все-таки продает, а не дает, это все-таки, ну, общая сумма денег в кубышке снижается, да, и с этой точки зрения, чем больше ресурсов ваш оппонент тратит, в этом есть вот прямой военный смысл. Деморализация, у кого-то она может быть, но не уверен, даже это не берусь уверен, это тонкая военно-политическая опять, оно же бессмысленно, если в Украине была демократия, ну или там, это отдельная тема, я ругаю, но в общем... По нашей шутке, если в Украине Майдан реально что-то бы решал и собирался, тогда вот эта деморализация имела бы смысл. Мы давим на население, чтобы оно там поднялось и, ого, свергло злочинную Владу. Но все прекрасно понимают, что никакого народного восстания на снос злочинной Влады Зеленского не будет, она сносится только там другими методами, да, военными. Поэтому, я думаю, самый простой ответ, вот в случае с Россией чаще всего так, самый простой ответ, он чаще всего, о котором говорится, самый искренний. То есть первое, повышение цены, ну, то есть военное решение, повышение цены конфликта, ну и плюс, да, то, что называется в кавычках возмездием, ну, простите, Украина ведет войну по российской инфраструктуре, нет, вы ожидаете, что Россия будет молча наблюдать, да? То есть Россия тоже ведет войну, ну, подождите, ну... Нет, я говорю, нет, я потом и говорю, нет, я с вами полностью согласен, просто к тому, что, ну, Зеленский обещал блокаут в Москве, помните, да? Вот эта кампания по ударам по НПЗ, то есть вот эта стратегия асимметричной войны, да, то есть Белгород, то есть, понимаете, если бы Украина могла дотянуться до всех российских атомных станций, она давно по ним ударила, она просто пока ресурсов нет. Вот до Белгорода есть ресурс дотянуться, вот бедный Белгород страдает
программе. Поэтому вот Да, такая история. значит, вопрос. Смотрела разговор Павла с Ткачевым. Возник вопрос. Святой Отец Мгм. клеймит большевиков, на чем свет стоит, но почему-то кажется, Да. что Павлу эта категоричность в оценке не очень нравится. Это показалось, или вы полностью согласны с Ткачевым? Ну, смотрите, смотря в что нет. В целом, как православный человек, я полностью поддерживаю мнение отца Андрея в контексте этического фундамента, ну, тех оценок, которые он дает. То есть короткая история, большая трагедия. Это как бы, если угодно, такой иноземный вирус, принесенный, ну, напоминаю, Маркс в Лондоне похоронен, весь первый интернационал в Лондоне проходил. Вообще марксизм — это западная идея, она не русская идея. Вот чтобы вы понимали. Такая короткие... Это, то есть, очень забавно, когда Запад ругает русских в коммунизме, учитывая то, что Запад этот коммунизм, блин, и придумал, да? То есть вот к вопросу про метамодерн. Это, ну, между нами. Где у меня, возможно, что вы почувствовали, моя базовая оценка другая. Мне сейчас, на данном этапе, кажется то, что более осмысленный и важный разговор для российского, скажем, для русского человека — это осмысление, почему Русь оказалась настолько уязвимой перед лицом этого иноземного вируса, какие, прежде всего, духовные ошибки были допущены, чтобы случился февраль, да, то есть как февральская революция, без которой вот этого трагедии и беды, вот этого народного опьянения, ну, то есть сначала переворота государственного, а потом второго переворота, а потом и государственного народного опьянения, и вот этого некого тоже, вот то, что украинцам очень должно понять, вроде массового помешательства, мы не поймем. То есть мне очень важно вот в этом разговоре показывать реальные причины. А реальные причины в том, то, что, ну, много об этом говорили и святые отцы Оптинские еще в конце XIX века, что духовное здоровье России в каком-то смысле, ну, оно подтачивалось давно, оно уже пришло очень ослабленным к 2017 году. Она была слаба против этого иноземного вируса. Вот эта идея западничества, опьянения Западом доминировала в русской интеллигенции. Словно вся русская интеллигенция Гегеля с Фихте читала, а не святых отцов. Да? А не Василия Великого и Макария Великого. Да. И вот это все... Сейчас, извините, я договорю. Это хороший вопрос, важный, извините. Я знаю, вы хотите блиц, я просто договорю. И в этом контексте промыслительно, мне кажется, что вся вот эта история опьянения предельной формой выражения Запада, коммунизм был предельная форма выражения Запада, промыслительно очень жесткая, трагичная химиотерапия некая, прививка, которую мы проходим до сих пор. Вот этот процесс не закончен. И для меня вот важно восстановление такого контекста. При этом в конкретике, если мы даем этическую оценку, ну, например, там, ну, элементарно, прочитайте «Жития новомучеников». Вот просто недавно, 2 недели назад церковь вспоминала новомучеников, все их есть жития. Вы можете вот просто прочитать жития, их истории, составить свое мнение, и вот вам будет понятно, почему православный человек относится так, как он относится. Мгм. Значит, о Путине 2 вопроса задают пользователи. Вопрос... Молча, все либо ничего. Нет, очень Очень интересно. шутка. Подождите, почему так тепло принимал Путин нынешнего руководителя Сирии? Значит, с чем связан такой теплый прием, интересуется. И тут пользователь приводит цитаты, другой уже пользователь, что если драка неизбежна, бей первым, будем мочить в сортире, Где истребители вот это все? летал, батискаф плавал, в общем, ранний, совсем, казалось бы, недавний Путин. В последнее время наблюдается какая-то полная противоположность. С чем это можно связать? Мудрость пожилого человека, гормональные изменения, связанные с Господи, возрастом. Или версия... Нет, ну смотрите. Ну, двойник, конечно, отпадает версия, но тем не менее. Нет, это вся фигня. Нет, ну, первое, это, знаете, очень смешно, если это задают слушатели из Украины. Драка, ну, в итоге-то сам факт, то, что 22-й год случился, для Запада был во многом немыслимым. Они, простите, до последнего не верили, что Россия как бы... Ну, там грубыми словами можно говорить. Ну, в общем, не верили они то, что духу хватит хотя бы попытаться. Вот примерно так скажем. Поэтому просто это особенность господина Владимира Путина. Он является юристом, повторюсь. Он является в строгом смысле не военным человеком. Для него война — это всегда последний метод, последнее принятие решений. То есть он должен перепробовать все варианты,
Он должен испытать все возможности, прежде чем пойти по вот этому, скажем так, ну, вот этой стере. То есть в этой фразе «драга неизбежна», он должен сначала убедиться, что она неизбежна. Ваше понимание неизбежности, мое понимание неизбежности отличается от его понимания неизбежности. У него свое понимание неизбежности, там гораздо большая, скажем так, степень необходимости попадания в эту зону. То есть здесь вот просто такой важный аргумент. Если говорить про Сирию, то, на мой взгляд, это решение, мягко говоря, спорное. Оно сильно подрывает, скажем так, оно очень сильно открывляет людей в окружении того же господина Зеленского, да, то есть вот это тот же самый принцип. Ну, то есть это слабость, да, то есть даже по православному, то есть, простите, сжать руки людям, которые устраивают геноцид христиан, и при этом говорить о защите там каких-то традиционных ценностей, на мой взгляд, является ошибкой. Но здесь вот эта обратная сторона, как я понимаю, принципа дурацкого легитимизма, да. То есть Путин, будучи юристом, да, настаивает на том, почему так с вопросами с Зеленским, так он постоянно апеллирует, там, просрочка, не проведены выборы, нелегитимный государственный переворот, вот эти все истории, да, то есть а здесь, как я понимаю, их логика, ну, власть легитимная, теперь легитимная, легальная, легальная. Она может как бы... Асад реально не удержал там. Ну, то есть вот эта вся подноготная. Какие-то интересы есть, приходится как-то с этим работать. Я бы не сказал, что там прям сильно тепло. Вот огромной теплоты, вот это, мне кажется, авторская оценка вопрошающего. Сам факт приема, тем не менее, да, был. И это вот та обратная сторона легитимности. Ну, для меня просто ответ, что вот эта апелляция к закону, она все-таки менее ценна, чем апелляция к ценностям. Но я философ, могу себе позволить. Да, значит, что вы думаете по поводу отравления ядом лягушки? Ну, это про Навального, вот эта вся история. Ну, я думаю о том, что это вот эта история про подкрепление, не вдаваясь в саму историю, потому что, простите, но это оценить невозможно. С медиа точки зрения понятно, почему, ну, можно объяснить, почему история могла появиться на фоне Мюнхена, да, то есть подкрепить Мюнхен, укрепить образ кровавого тирана, то, что там это не сдадимся, вот это, ну, вот никто не забыт, ничто не забыто. В конце концов, объяснять европейцам, что, ну, против кровавого тирана нельзя, в конечном итоге придется воевать, вот потому что и кровавый тиран. То есть, ну, вот с этой точки зрения это вот, ну, скажем так, заготовки, которые по мере необходимости вкладываются в эту историю. Но вот с медиа стороны мне это понятно. А по конкретике внутренности, ну, это я обсуждать, простите, бессмысленно. Швейцария, вопрос из чата тоже был. Там переговоры в Швейцарии, но в Швейцарии выставили, ну, я так понимаю, на Давосе, да, расстрелянную харьковскую скорую помощь. А многие люди, и вот пользовательница увидела в этом знак. Что вы думаете про эту страну? Нужно ли уезжать из Швейцарии? Нет, я не думаю, что вам нужно уезжать из Швейцарии. Швейцария — это такая, если угодно, заповедник для богатых... Ну, этот заповедник пережила Наполеона, и до Швейцарии далеко. Вот, но вот если вас волнует конкретная безопасность, и вы гражданин Швейцарии, нет. Ну, может быть, налог дополнительный введут, там, я не знаю, что-то пошлют, возможно, но и то вряд ли. Швейцария много потеряла. Одна из тех стран, которая потеряла немало, потому что ее статус посредника сильно поплохел, поэтому, возможно, какая-то такая теневая услуга, которая была оказана, но нет. А то, что на Давосе это выставлено, ну, так концепция не менялась. Понимаете, так цель была как уничтожить Россию, так она и осталась. Так снести режим и уничтожить. Ее никто не отменял, поэтому... Конечно, Давос будет... Меняется форма, меняется образ, меняется там метод, но цель-то не меняется. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний разговор, за ваше участие в этом разговоре. Павел, я благодарю вас за время и мысли. Благодарю вас, Александр. Друзья, всем большое спасибо, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.